Всем привет! С вами Катрин Солнечная, на связи Албания, Таисия. Мы сегодня хотели поговорить, взять небольшое интервью, понять, как ли все обстоит на самом деле. Я хотела бы, чтобы Таисия поделилась своими впечатлениями о работе с агентством, о работе в клубе и о работе вообще в этой стране. Привет, Таисия. Здравствуйте, я Таисия, я из Грузии. Работаю уже с агентством третий контракт, уже год. Очень довольна. Хочу заметить менеджера Ульяну, так как я искала агентство очень давно, искала через группы, проверяла черные списки. Были хорошие, плохие отзывы, конечно. Я с моей подругой, мы общались с двумя менеджерами с Престижа. Я общалась с Ульяной, моя подруга с другим менеджером, мимо которого я не помню. Та девушка, она отвечала через день или через 2 дня, и поэтому мы просто ей сказали, что извините, мы хотим по-быстрому ответы, чтобы купить заранее билет. Ну, сама понимаешь. Конечно. Вот, Ульяна, она сразу же ответила, сразу же подобрала контракт. Я хотела поехать в Швейцарию, и она мне сразу же подобрала контракт в Швейцарию и сказала, заранее предупредила нас, то, что, возможно, мы не попадем в один клуб вдвоем. Ну, мы на это согласились, но, к счастью, мы попали в одно заведение в Цюрихе, в Эгоисте, и нам очень понравилось. Там был и стрип, и консумация. Я поехала изначально на консумацию, но так получилось, что начала заниматься стрипом. Вот. В Швейцарии работала в 2 клубах. Сейчас нахожусь в Албании. В Албанию я изначально очень боялась поехать, потому что из Швейцарии оставили плохое впечатление о Албании. Говорили, что меня здесь изнасилуют, меня здесь на органы продадут, запичкают наркотой и так далее. Но я связалась с Ульяной. Она мне поскидывала скриншоты девочек, которые работают на данный момент здесь, на контракте. И я решилась. Я очень боялась. И когда даже стояла на линии на посадку в самолет, я когда смотрела на людей, я прям тряслась. Но, к счастью, все обошлось. Я ей очень благодарна за это. А вот скажи, ты по приезду сразу с первого дня прям пошла танцевать, да? Да, мы подобрали контракт, так как я хотела уже начать заниматься стрипом. Ульяна мне подобрала контракт, в котором не требовалось профессиональный стрип, в котором можно было и танцевать, и учиться. Вот, я приехала в город Тирану, работать в четвертом элементе, и могу вас заверить, что это идеальное место для начинающих и консуматорш, и стриптизершек, так как девочки здесь помогают, коллектив очень хороший, и что еще самое главное, то, что правила в клубе очень чистые, и работа сама чистая, так как не буду называть имя другого клуба, конечно, но в Тиране есть еще пару стрип-баров, в одном из, которая работа идет очень грязная, так как девушки, часть работы их сидеть у гостей на коленях. И это очень нехорошо, потому что девушки сидят на коленях, соответственно, их трогают. Вот, девушкам это неприятно. И это там обязательно. Четвер... Здесь такого нет. Да, там это обязано, а здесь нет, здесь наоборот. Здесь нельзя это, за это штрафуют, нельзя видеться с гостями, так как плохое имя останется у самого бара. И у Босс нас здесь переживает о самом, да, о репутации. босс очень переживает за репутацию. Босс, честно говоря, очень хороший, так как в Тиране я с ним не виделась, но я встретилась, когда нас перевели в Саранду. Нас перевели в Саранду, он с нами встретился, он нам показал все места, в которых вот можно дешево покушать, дешево закупиться едой, очень внимательный. Девушки, которые с Саранды ехали в Тирану, он за свой счет платил такси, так как, например, девушки или уставали, или не могли ехать на автобусе, или у кого-то там болела нога, спина, там растянулось что-то.
и он за свой счет платил девушкам, он очень обращает внимание за жилищные условия, если там что-то не нравится, можно ему написать, позвонить, и он сразу же это все устраняет. Ну, а внутри вот заведения с администрацией, там, штрафы, насколько строгая дисциплина, насколько тебе было как новенько и комфортно, давали работать, давали время, тренировалась? Если честно, в плане работы, в плане дисциплины, мне очень нравятся здешние правила. Они строгие, да, потому что нельзя использовать телефон на работе, нельзя хамить гостям. Но больше всего то, что мне нравится в этих правилах, то, что чистая работа заботится о репутации девушки, заботится о репутации самого клуба. И вот, например, к примеру, когда девушку зовут в привате сидит гость, ну, бывают такие случаи, то, что, например, гость пьяный, мы заходим с ним вместе в приват, мы ему объясняем то, что интимные зоны трогать нельзя, губы целовать тоже нельзя. Если гость или в подвыпившем состоянии, или просто так ему хочется, да, пытается как-то дотронуться, первый раз, когда девушка ему вежливо отказывает, второй раз тоже отказывает, и если на третий раз он все равно продолжает, девушка имеет полное право выйти с привата. Приват не засчитывается, никто этот приват у нее не будет забирать, а гостя просто выпроваживают за хамство. И девушка... На самом деле это редкость, во многих клубах за это, наоборот, девушка еще получает штраф. Да, я тоже такое слышала, в очень многих клубах так и есть. Но здесь у нас такого нету, наоборот, здесь всегда на стороне девушки. Даже мы сидим, все девушки, мы сидим около бара, за баром. Гость не имеет права сидеть за баром, гость не имеет права подойти к нам за бар и начать с нами беседу. Гость может единственное открыть коктейль и сказать официантке, что я хочу вот в эту девушку, она придет и сядет там. И самое лучшее, то, что здесь есть, по моему взгляду, это то, что, например, для новых девушек, которые начинают консумацию или работу с стриптизершей, иногда есть какой-то комплекс, например, просить у гостя за стакан или за шампанское, или также за приват. Здесь у нас как? Здесь ты садишься за стол, тебе дают минуту-две поздороваться, сказать имя, спросить, откуда такое. А потом подходит официант и спрашивает гостя, вы хотите с девушкой пить? Если гость говорит да, официант приносит стакан, и стакан пьется ровно за 10 минут. Приваты также ровно 10 минут. То есть девушка не теряет ни одной своей минуты просто так. Все оплачивается, все делается замечательно, идеально. То есть еще вопрос по поводу вот девчонок. Часто наболевший вопрос, все переживают, как складываются отношения внутри коллектива, вообще в принципе всегда между женщинами это всегда страшно, да, там, кто там как между собой, там кто-то рассказывает про стекла в стрипах, там, не знаю, натертые перцем, белье, то есть, ну, что только не слышишь, и многие новенькие реально этого боятся. Плюс сейчас, да, вот устаревшая ситуация в мире, которая предполагает какие-то конфликты. Как вот у вас сейчас? У нас, кстати, вот за все время, то, что вот я проработала и в четвертом элементе, и в Тиране, и в Саранде, было много девочек с России, с Украины, Белоруссии, отовсюду. Но, к счастью, у нас конфликтов нету. У нас девушки сидят, мы с друг другом общаемся абсолютно нормально. Кто-то с кем-то дружит, кто-то с кем-то не дружит, но мы просто не общаемся. Просто в пределах работы. Но конфликтов, например, за то, что типа вот я с России, а ты с Украины, у нас вообще не было совершенно. У нас сейчас работает девушка с России, девушки есть с Украины, и я с Грузии. И нету ни одного конфликта. По поводу вот на почве политической, скажем так, нету ни одного конфликта. Да, по-женски всякое бывает, да? Ну, по-женски, да, это ну везде. Это Женский нормально, коллектив, да, да. А как с гостями? Какое отношение от гостей? Ты чувствуешь, что ты делаешь что-то не то? Или ты чувствуешь какое-то уважение, поддержку со стороны гостей? Какие вообще вот гости, ну, вкратце такой, да, какой-то портрет
среднестатистического гостя вашего клуба? У нас гости молодые, в основном до 40 лет. В основном пожилые заходят, ну, очень редко. У нас гости и албанцы, и иностранцы с разных стран, так как мы работаем в туристическом городе. И гости относятся с уважением. У меня за 3 месяца нахождения в Албании были только 2 гостя, которые вот с деревни, не из города. Было немножко вот такое нехорошее отношение, а в основном гости очень уважительно относятся. Они, когда мы здороваемся с ними, они пристают, само собой, здороваются, как настоящие джентльмены, уважают, и хамство и подскотство отношения я еще не видела. И, кстати, здесь в основном албанцы, они говорят на английском, и девушки, даже которые не знают английского языка, они могут здесь свободно работать. Понятно, да? Произношение понятно, да, у них? Да, у них идеальное отношение, могу сказать. Хамского отношения я еще в свою сторону не встречала, ну, кроме этих 2 случаев. Так, все идеально. А еще про сам процесс работы. Вот у вас там, возможно, есть шоу, есть ли постановки, есть ли возможность тренироваться в свободное время? В свободное время, да, конечно, есть возможность тренироваться, и девушки будут помогать с удовольствием, если попросить. Когда нету гостей, неважно, даже если это будет 3 часа ночи, девушка может свободно тренироваться до работы, после работы, в свободное время она может тренироваться. Постановок у нас нету, когда много гостей, мы выходим по 2 девушки, импровизация. 4 трека мы танцуем, 2, например, моих, и 2 девушки, которые танцуют со мной вместе. Когда гостей не очень много, то девушка танцует 1, 3 трека. И еще, когда девушка, например, сидит на консумации, и если ее очередь танцевать, то она не встает с консумации, она продолжает консумацию. А сколько бывает, ну вот в среднем, у тебя самый минимум приватов и самый максимум? Самый минимум приватов это, наверное, 5-6. Самый максимум у одной девушки, ей очень повезло, у нее было 40. Если активничать, и ходить за столы, не стесняясь, быть позитивной и активной, то работа здесь хорошая. Если, например, нет... Вот у меня, например, у меня не было еще такого дня, чтобы у меня был 0, но у некоторых девушек не был такой день, но также это исходя из того, что они не активничали. Не из-за того, что не было, например, там гостей. Нет, это просто из-за того, что девушки не активничают. Да. А чаевые принято оставлять там? Да, чаевые принято оставлять. Чаевые оставляют их в приватах, за столом. Когда девушка танцует, тоже оставляют чаевые, которые, само собой, в некоторых клубах делятся. Нет, здесь 50 на 50. Делишься, да? Ну, здесь, да. Все по-честному, все, никто не хитрит, бывает. Да, нет, никто ничего не хочет у нас забрать, никто ничего не пытается. Нам выдают зарплату в евро, никому ни меньше, ни больше, никому ничего не нужно. За это можно не переживать совсем. Так, что я хотела спросить еще? Хотела спросить про, вот если это первый контракт, вот твое, так как ты, да, вот через это уже прошла, ты понимаешь, на что надо было, возможно, обращать внимание сначала, на что не надо было вообще обращать внимание. Есть у тебя вот какое-то такое напутственное слово девчонкам, которые вот еще думают над страной, думают над работой? Как ты относишься? Ну, над страной я бы посоветовала также, опять-таки, 4-й элемент для начинающих девушек, так как есть и правила, и помощь, и можно научиться здесь. Порекомендовала бы девушкам никогда не стесняться, всегда улыбаться и не обращать внимания на то, когда, например, гость говорит «нет» на стакан или на приват. Потому что если вот обращать на это внимание,
тогда работа не получится, потому что девушки грузятся и начинают уже думать то, что они некрасивые. Все мы очень красивые, все мы красивые по-своему. Не нужно просто обращать внимание вот на это нет. И так, ему не понравилось, другому понравишься. Вот. Что еще? Да, не стесняться танцевать. Не стесняйтесь танцевать. А может быть, у тебя есть какие-то вот наблюдения, какие девушки пользуются популярностью в Албании? Или здесь не важно от типажа, не важно... Вот. Да, кстати, здесь не важно, так как у нас в клубе работают девушки на весь вкус. Да? Вот честно, да, мы все абсолютно разные, абсолютно разные. У нас нету двух одинаковых девушек хотя бы по типажу. И все мы работаем, потому что они тоже, у них, они такие, скажем так, тоже выбирают каждую Да, девушку на весь вкус. Здесь, да, здесь работают все, им все девушки нравятся, и вот даже когда по улице пройдешь и так далее, все с улыбкой, все тебе в спину кричат: ой, красавица, ой, куколка, и так вот. Так что очень гостеприимный. Здесь нет вот, как я еще в группах читала, то, что гопники, какие-то быдло. Нет, таких я еще не встречала, потому что все очень дружелюбные, и никто, когда ты идешь здороваться, никто нос не вертит, и никто не задирает нос, как будто бы вот ты там, например, стриптизерша, а я вот албанец. Нет, такого нету. и вот тогда уже подводя итоги, я просто хотела узнать от тебя лично, какие у тебя планы дальнейшие? Планируешь ли ты еще ездить на концерты? Планируешь ли ты, Да. не знаю, остаться дома? Или что? Вот какие у тебя цели? Куда ты хочешь еще? Да, мы с Ульяной обсуждали изначально, мы подбирали Албанию, чтобы научиться танцевать и потом в дальнейшем уже продолжить свой тур по миру, скажем так как я планирую еще года 4 или 5 лет заниматься. Вот, конечно, через ваше агентство с помощью Ульяны. Собираюсь, вот как закончу здесь контракт, собираюсь поехать надолго в Иорданию, потом мы с Ульяной подбираем контракт в Сингапуре, можем вернуться в Швейцарию и так дальше. Классные, большие планы. Я тебе от себя желаю Да. успехов, чтобы все у тебя визы открывались легко, чтобы Огромное тебя спасибо. чаще узнавали, приглашали на приваты, чтобы ты не жалела о том, что ты так классно выбрала вот эту свою историю, да, что ты не стесняешься, что ты путешествуешь, видишь мир с другой стороны, раскрываешь себя, это реально очень ценно. И я хотела еще сказать такое небольшое наблюдение за время нашего общения, что наверняка тут прям подтверждается теория, что подобное притягивает подобное. И так как ты смотришь на Да. мир с позитивом, с вот этой любовью в твоих глазах, и поэтому люди тебе попадаются абсолютно светлые. Если ты едешь с негативом, ты едешь с отношением, что меня там сейчас Да, убивать и убивать, то, скорее всего, так и будет. То, чего мы ждем, то и произойдет. А вот да, такое вот это правда. позитивное, прям вообще, ну, одно удовольствие, на самом деле, было пообщаться. Спасибо за Огромное терпение, спасибо. за время, что ты смогла уделить это время нам с нашими техническими проблемами. Но мы это сделали. И от тебя удачи тебе. Прям вот, прям. Спасибо огромное. Всё. Огромное спасибо, что вы есть.